So, you're the Spiderling, crime-fighting spider. You're Spider Boy? I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. You know what I think is really cool? This webbing. The tensile strength is off the charts. Who manufactured that? I did. Who else knows? Anybody? Nobody. Not in that onesie or not. It's not a onesie. Здравствуйте, меня зовут Макс, и я воплощаю в жизнь супергероев Marvel. В прошлых выпусках я попытался рассказать, как можно сделать веб-шутер Человека-паука, настоящий веб-шутер, и мы начали думать, как сделать паутину. Изначально подозрения пали на нейлон, так как именно он был похож больше всего на то, что было в фильме. Но, увы, нет. В домашних условиях он гораздо хуже, не такой прочный и все равно сохнет около часа. Поэтому было решено перейти на готовый кевлар. А вернее, несколько нитей, обработанных специальным клеем и заплетенных в пучок. Она способна стрелять, липнуть к множеству различных поверхностей и засыхать практически мгновенно, а также выдерживает даже вес человека. Уже можно бежать и спасать Нью-Йорк. Шучу. Итак, главное это оплетка и распыление клея. В этом нам поможет наш супер-пупер самогонный аппарат. Все, что потребуется, пару швейных катушек с кевларовыми нитями. Для примера тут пока обычные. Они подаются в специальную распределительную звезду и переплетаются за счет мотора на обратной стороне. Далее, вышеупомянутый клей и затвердитель смешиваются и наносятся на нить. Сервоприводы помогают подстраиваться под траекторию нити и попадают именно на центральную нить, как и было в нашей теории, чтобы внешняя сторона не была липкой. Сервоприводами управляет микроконтроллер. Не обязательно брать такой сложный и большой. Меня просто позабавило название паучок. Это китайская копия Arduino Mega. Если с бюджетом беда, можно сделать статичную конструкцию. Лично у меня просто куча сервов в стальном корпусе и титановыми редукторами. Стоят, правда, по 6000 каждый, но не суть. Теперь подробнее. Нам понадобится две дощечки, то ли пластиковые, то ли деревянные, неважно. Это длинный болт, называется шпилька. Шпилька – обычный болт с резьбой, на которой накручиваются самые обычные гайки. Ножками служит болт с шарнирной головкой. Я сделал их сам на токарном еще в прошлом проекте по костюму Железного Человека. Да, у нас есть и костюм Железного Человека. Кстати, недавно нам привезли золотые детали, и теперь он и вправду из золота и титана. Я не забыл о нем, не ругайтесь, еще обзоры скоро будут. Продолжим. Нить в швейных катушках подается на распределительную звездочку, та регулируется сервоприводом, который прикрученный к дощечке. Ту самую звездочку вы можете найти в комплекте с сервоприводом. Всего за раз можно сделать оплетку из 16 нитей, а это на секундочку выдерживает вес в 200 кг плюс 100 с лишним килограмм запаса прочности. Немало, правда? Второй крепим на тот же болт с шарнирной головкой. Из того, что было в комплекте, делаем конструкцию, что на экране, и прикручиваем к сервоприводу. Перед запуском проверьте, в правильном ли углу находится тот. В качестве емкости для клея мы используем самую обычную капельницу, отрезав иголку, и систему для переливания жидкости. Она отличается наличием гнезда. Металлические фиксаторы ПВХ труб вставляем в наши камеры, аккуратно не поцарапав, а трубки не менее аккуратно протискаем в желоб для крепления серва, чтобы не болталось. Все то же самое проделываем с другой камерой. Главное, чтобы трубки не пережимались и жидкости свободно поступали по им в камеры. В гнездо с клеем вставляем трубку с затвердителем, чтобы тот смешивался перед подачей на нить. Ну, и резинка чисто для красоты. Все вроде в норме.
Подача клея осуществляется с помощью самых простых шприцов, к ним мы вернемся уже в финале. Главное закрепить их сверху пластиковой стяжкой, а снизу посадить на саморез. Вторая часть состоит из обычного моторчика DVD-рома. Кому надо, гуглите отдельно мотор. Запитать его можно всего при помощи 2 батареек. Вот если что, то DVD-ROM и то, что было отвинчено лишним. Если что, такая коробочка называется патронаж для батареек и имеет сразу выключатель. В итоге, первым запускается микроконтроллер. Затем по трубкам в камере, предварительно проходя фильтрацию, поступает клей. К этому моменту сервопривод задран вверх, чтобы остатки жидкости в камере давлением не вытолкнулись случайно наружу при закачке новой порции. Дальше запускается мотор и одновременно опускается сопло. Катушки крутятся, паутина мутится. А если серьезно, то нить раскручивается, поступает в распределительную звезду и там закручивается с помощью мотора на такую же звезду по обратную сторону. Главная фишка клея – это практически мгновенное засыхание при контакте с воздухом, поэтому все нужно делать в вакуумной камере дистанционно. И именно поэтому придуман такой механизм. Состав клея, камера и первые эксперименты будут в заключительном следующем видео по паутине. Поэтому жду лайков, которые дадут знать, насколько интересен вам проект. В конце хочу попросить прощения за то, что видео выходят так редко, и они не такие эпичные и эффектные, как у других. Я просто не хочу делать фейки и действительно показываю то, что пишу в названии. Из-за этого мне нужно куда больше времени, и все не киношно. Это реальность. Увы, мало кто это ценит и зачастую гонится за картинкой, а не содержимым. И это обидно, когда фонарик, названный реактором, или петарда репульсором, собирает больше просмотров. Но спасибо огромное, что посмотрели это видео и то, что вы со мной. Прошу поставить свой лайк, погладить стол и нажать на колокольчик, так как YouTube забывает оповещать о новых видео. С вами был Макс, и до скорых встреч, друзья! Присоединяйся, и вместе мы построим новую звезду смерти. Это же супер! Много деталей! 3803. С ума сойти! Я знаю! Соберем сегодня.